Друзья, добрый день! Сегодня предлагаю приготовить замечательную закуску из баклажанов – рулетики. Я буду готовить грузинский вариант блюда и использовать грузинские специи. Баклажаны мою, шкурку я на них оставляю, отрезаю кончики и нарезаю. Последний и первый кусочек я выкидываю. Баклажаны нарезаю на ломтики толщиной примерно 4 мм. Я баклажаны никогда не замачиваю в воде, но если вы привыкли так делать и считаете это необходимым, то можете их замочить. Я же просто их раскладываю в один слой, солю, затем выкладываю оставшиеся баклажаны и опять солю их. Я солю баклажаны только с одной стороны, затем оставляю их на минут 15-20 и потом удаляю выделившуюся влагу. Затем обжариваю баклажаны с двух сторон на растительном масле. В принципе, их можно и запечь, тогда они будут менее вредны. Но мне вкус жареных нравится намного больше. Это блюдо я любила еще в детстве, а тогда как раз все баклажаны жарили, а не запекали, и именно этот вкус мне в них и нравится. Обжаренные ломтики баклажанов выкладываю на бумажное полотенце и перехожу к начинке. Нарезаю одну маленькую луковицу, подготавливаю орехи, 3 зубчика чеснока и острый перец по вкусу. Нарезаю все достаточно крупно, так как потом буду перемалывать в мясорубке. Нарезаю, чтобы ничего не застревало внутри. Также понадобится пучок кинзы. Количество ингредиентов я, как всегда, оставлю в описании. Перемалываю все в мясорубке. Можно также это сделать и в блендере. Добавляю молотые зерна кориандра, в Грузии их называют хмели кинзи, уцха сунели, соль и винный уксус. Все хорошо перемешиваю. И разбавляю холодной кипяченой водой. Начинаю добавлять понемногу, перемешиваю, добавляю еще. Ориентируюсь на нужную мне консистенцию. Количество воды зависит от ореха. Я напишу приблизительное количество. Такая консистенция меня больше чем устраивает. Имейте в виду, орехи еще немного загустеют. Выкладываю примерно по чайной ложке начинки. Опять же, ориентируйтесь на свой вкус. Кто-то добавляет орехов больше, кто-то меньше. Разравниваю их, не доходя до конца, и сворачиваю в рулетики. Это блюдо желательно делать накануне до подачи, чтобы оно несколько часов простояло в холодильнике. Но с запасом такие рулетики не делайте, так как они хранятся недолго. Мне очень нравится подавать это блюдо на черной посуде. Иногда я оставляю прям так, получается такой аскетичный стильный вариант. А иногда делаю более праздничную подачу, добавляю зелень и зерна граната. Лучше всего сюда подходит зеленый базилик, но, к сожалению, сегодня в магазине свежего не было. В любом случае на вкус это не влияет. Буду рада, если вам понравится этот рецепт. Спасибо за просмотр и хорошего дня!